Он пришел на берег теплого моря к вратам тысячелетней Ромейской империи, и вот врата рухнули под его пятой. Его воля подвластны люди и боги. Его имя означает «великий властитель», и вот весь мир лежит у его ног. Сын легендарного воина, он превзошел отца и в боевой удаче, и в военной хитрости. Рожденный рабыней, он вырвал власть у старших братьев. Он был ненасытен и в войне, и в любви. И не было его желанием ни преград, ни пределов. Он собрал воедино разрозненные земли и создал огромное государство, посягнуть на границы которого не смел никто. На севере о нем пели скальды, а на Руси слагали легенды о князе Владимире Красносолнышко, великом правителе страны, называемой Русская земля. Слава князя Владимира и сила его превзошли все мыслимые пределы, и нет под небом ничего, что могло бы его остановить. Что почувствовал этот человек, когда свет внезапно стал меркнуть перед его глазами? Что почувствовал этот властитель, когда стал бессильным слепцом? Так на краю небытия начиналась Русь. И не было ни одного случайного шага на этом пути. Как говорят, когда апостол Андрей учил в Синопе, узнал он, что недалеко от Корсуня есть устье Днепра. И случилось так, что он пришел и стал под горами на берегу, и сказал ученикам: «Видите ли горы эти? Так на этих горах воссияет благодать Божия, будет город великий, и воздвигнет Бог много церквей». И, взойдя на горы эти, благословил их и поставил крест, где впоследствии будет Киев. Он был первым человеком, кто откликнулся на проповедь Христа. Апостол Андрей Первозванный жил и учил в самом начале новой христианской эры. И только через 5 столетий после его смерти в ту землю, где встанет город Киев, придут племена, называющие себя славяне. Славяне – племена индоевропейской группы, населяющие Центральную и Восточную Европу с V века нашей эры. Само название звучало изначально как «словене», владеющие словом, то есть говорящие на понятном языке, в отличие от германских, финно-угорских и других племен, по соседству с которыми они расселялись. К VIII веку восточные славяне колонизировали огромную территорию от Причерноморья до Ладожского озера. Сели славяне по Днепру и назвались полянами, а другие – древлянами, потому что сели в лесах, а другие сели между Припятью и Двиною и назвались Дреговичами. Иные назвались палачанами по речке, именуемой Полота. Те же славяне, которые сели около озера Ильменя, назывались своим именем Словене. Все эти племена имели свои обычаи и законы своих отцов, и предания, и каждые свой нрав.
Ничего общего, кроме языка, у славянских племен не было. Существовали они сами по себе, не особенно считаясь соседями. И хотя все славяне обожествляли силы природы, верили в существование опасных духов и почитали умерших предков, у каждого племени был собственный пантеон языческих богов. Слово «язычество» происходит от слова «язык», то есть «народ». Человек до христианской эпохи жил окруженный злыми силами, а его боги были не всемогущи и требовали жертв. В основе взаимоотношений с богами и духами лежала сделка: «Я жертвую тебе ценное, ты в ответ мне помогаешь или не вредишь». Чем более важными были обстоятельства обращения, тем более ценной должна была быть жертва. При раскопках древних святилищ археологи иногда находят человеческие черепа, в том числе детские. В середине VIII века, там, где в Ладожское озеро впадает река Волхов, появилось славянское укрепленное поселение, которое финны называли Аладыёги, скандинавы – Альдегия, а сами славяне – Ладога. Со временем поселение превратилось в процветающий торговый город, хорошо известный во всей Северной Европе. Наращивались торговые обороты, увеличивалась прибыль, а вместе с ней росла и алчность купцов, воинов и вождей. Каждому племени казалось, что ущемлены именно его интересы. Всем хотелось иметь большую долю в пошлинах, которые платили купцы, проходящие по рекам. И вот настал момент, когда давняя вражда выплеснулась наружу и покатилась, как раскаленная лава, выжигая все на своем пути. И остановить ее было некому. Не было среди них правды. И встал род против рода, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали: поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву. И пошли за море, к варягам, к Руси. Слово «Русь» по наиболее обоснованной версии происходит от финского «роудси» – «гребцы», команда гребного судна, которая восходит к древнескандинавскому корню «рус». Средневековые арабские авторы называли ар-рус скандинавских купцов, которые отличались необыкновенной предприимчивостью и редкой для торговцев военной выучкой. Они всегда появлялись внезапно. Они внушали панический ужас. Их легкие маневренные боевые корабли могли причалить в любом месте, и на берег мгновенно высаживалась дикая ватага, несколько десятков вооруженных до зубов головорезов. Уже 150 лет ярость норманнов, которые называли себя викингами, была кошмаром всей Западной Европы. Старики хорошо помнили эти корабли. Помнили, как они уходили утыканные стрелами, и как отражалось в кровавой воде Волхова зарево пожарища. До каких же пределов нужно дойти, чтобы самим позвать в свой дом разбойников? Но дошли. Дальше идти некуда. Конунг был уже не молод. За плечами осталось немало славных походов.
мог бы жить спокойно на своем хуторе в окружении множества домочадцев и воинов. Но что это за жизнь? И вот пришла удача, откуда не ждали. Его призвали на землю, что ключом запирало начало великих торговых путей, и предложили на ней княжить. Пройдут века, но люди будут помнить имя русского князя Рюрика. После долгих споров, что входит в обязанности князя, Рюрик и его дружина заключили с Ладогой договор и принесли клятву верности. Скандинавы называли такую клятву вер. И теперь они уже были не викинги-пираты, но веринги. Или варяги-наемники. Чтобы избежать недоразумений между варягами и местным населением, Рюрик потребовал строить крепость для себя и дружины за пределами Ладоги, выше по реке у истока Волхова. Спустя несколько лет рядом с резиденцией князя вырос новый город, который так и назвали – Новгород. Расцвет Ладоги остался в прошлом. Новгород стал столицей молодого государства, объединившего разные племена и народы. И скандинавские воины-варяги влились в это государство, как река вливается в море. Они были чужаками, но уже через поколение своим детям они станут давать славянские имена. Они искали славы и серебра, а нашли себе новую родину. И, слившись до неразличимости с местным народом, для всего мира они явятся Русью. Под контролем новгородского князя оказалась огромная территория от Балтики до притоков Волги. Через эти земли издавна шел Великий Серебряный путь, который начинался в скандинавских городах, шел через Ладогу, по рекам доходил до Волги и дальше в Каспийское море к персидским рынкам. Туда купцы везли меха, мед, воск, хлеб и рабов. Обратно ткани, оружие и арабские серебряные монеты. И уже начинал действовать другой путь – из варяг в греки, по Днепру, в Черное море и дальше к заветному Царьграду, Константинополю, столице Византийской империи. Византийская империя – государство, образовавшееся в IV веке нашей эры после раздела и падения Римской империи и унаследовавшее античную цивилизацию и культуру. К IX веку занимала огромную территорию в Малой Азии, Греции и на Балканах. В сферу ее влияния входили также земли Восточного Средиземноморья и Закавказья. Византия была одной из самых крупных стран тогдашнего мира. Подданные империи, независимо от национальности, говорили на греческом языке, называли себя ромеи, то есть римляне, а свою страну – Василия Ромеон, то есть Римская империя. Название Византия появилось намного позже в трудах историков и происходит от слова «Византий». Так первоначально назывался город, ставший столицей империи под именем Константинополь. На Руси империю называли «Греческое царство», а столицу ее – Царьград. О невероятной красоте и роскоши греческой столицы по всей Европе ходили легенды. Якобы крыши домов там из чистого золота, а дворцы из драгоценных камней, и даже деревья усыпаны золотыми яблоками. Скандинавы называли его Миклагард – «Великий город». Для них это был город-мечта, наполненный сказочными сокровищами, куда стремился попасть любой воин. Не для грабежа, на это никто не решался, а для прибыльной торговли или возможности наняться на службу в императорскую гвардию. Но дружинники Рюрика, Аскольд и Дир задумали военный поход на великий город. За 3 года в Киеве собрали огромное войско. Благодаря купцам-разведчикам было известно, что византийский император со всем войском в это время воевал с арабами.
Единственной защитой Константинополя оставались мощные стены. Проникнуть на земли империи со стороны моря было практически невозможно. Поэтому в Константинополе только понаслышке знали о страшных северных варварах, которые где-то далеко на западе грабили франков и англов. И когда однажды на рассвете из безмятежной голубой дымки внезапно появились десятки незнакомых кораблей, стремительных как морские драконы, горожане бросились на стены рассматривать пришельцев. Ничего страшнее видеть им еще не приходилось. Помните ли тот час невыносимо горестный, когда приплыли к нам варварские корабли? Когда они проходили пред городом, неся гребцов, поднявших мечи? И неожиданность нашествия, и необычайная быстрота его, и свирепость нрава варваров – все это доказывает, что этот удар, как молния, ниспослан с неба. Патриарх Константинопольский Фотий, знаменитый византийский богослов армянского происхождения, человек энциклопедической образованности и огромного литературного таланта, причислен к отцам церкви, прославлен в лике святых. В момент нашествия русов на Царьград он в отсутствие императора фактически возглавил оборону города. Своими гомилиями, проповедями утешал и укреплял впавших в панику жителей Константинополя. Аскольд и Дир не рассчитывали взять город штурмом. Они собирались разорить незащищенные стенами предместья и, напугав горожан, взять с них богатые отступные. Поэтому грабеж пригородов проходил с крайней, необычной даже для викингов жестокостью. Это была показательная акция устрашения. За стенами стоял неумолчный стон. Храмы не вмещали молящихся. Люди падали на колени в своих домах и на улицах, где придется, и шептали, кричали, вопили: «Кирия элейсон! Господи, смилуйся!» Почерневший от горя патриарх Фотий, воздевая к небу дрожащие руки, служил молебен в церкви, где хранились великие святыни – Риза и покров Пресвятой Богородицы. Затем, вынеся с пением гимнов святой покров Богородицы, они окунули его краем в море. И хотя стоял штиль, сразу же начались порывы ветров, и на спокойном море волны стали громоздиться друг на друга, и суда безбожных россов были разбиты, так что лишь немногие избежали опасности. Из-за стен волнами наплывало ликующее тысячеголосое пение. Взбранной воеводе победительное. Константинополь пел акафист Богородицы. Хвалебную песнь, написанную более 200 лет назад, после очередного спасения великого города от захватчиков. Как это могло произойти? Им ли, морским бродягам, не знать, никогда не рождается буря в спокойном море. Кто вызвал из бездны древних чудовищ, чьи жадные пасти сожрали и корабли, и людей? Перед самым штормом сквозь дым пожарищ было видно, как шли по стенам греки в горящих золотом одеждах, пели и звали своего бога, живущего, как говорят, в этом городе. Неужели он услышал и помог им? Неужели он оказался сильнее всех богов Севера? Сильнее стихии, сильнее всего на свете? Это было невозможно, но несомненно. Когда архонт этого племени собрал подданных на сход, призвали Иерея, и после того, как он, протягивая книгу Евангелия, возвестил им о некоторых чудесах Спасителя, росы тотчас сказали: «Если и мы не увидим подобного, не будем верить тебе». Иерей, воздев глаза и руки к Богу, изрек: «Прославь имя Твое, Иисусе Христе, Бог наш, и ныне в глазах всего этого народа». И книга Святого Евангелия была брошена в огненную печь. Когда печь была потушена,
обнаружили, что книга осталась неповрежденной. Видя это и поразившись величию чуда, варвары без колебаний приступили к крещению. В это время в западнославянской Великой Моравии греческие монахи-миссионеры старательно выводят на пергаменте новые незнакомые буквы славянской азбуки. Они разрабатывают алфавит, переводят священные богослужебные тексты. Вместе со своими учениками начинают служить литургию на славянском языке. Отныне и навсегда славянский мир получит литературу. Вначале переводную, но вскоре и оригинальную. В древнегреческой легенде Прометей принес людям огонь. Святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий сделали для славян большее. Они подарили им слово. Братья Кирилл, в миру Константин по прозвищу Философ, и Мефодий, в миру Михаил, архиепископ Моравский. Христианские проповедники и миссионеры, создатели славянского алфавита и письменности, почитаются в лике святых, как православной, так и католической церковью. За 20 лет своей совместной деятельности перевели на славянский язык основные богослужебные тексты и все канонические книги Ветхого и Нового Завета. Просветители славян Кирилл и Мефодий будут почитаться всеми православными церквями мира как равноапостольные. Салонский диалект, на который они переводили священное писание, станет основой церковно-славянского языка православного богослужения в Болгарии, Сербии, Черногории, Польше, Украине и России. Но после смерти Мефодия оставалось еще 100 лет до того момента, как новый равноапостольный святой появится на Руси. Аскольд и Дир после Царьграда не вернулись к своему князю Рюрику в Новгород. Они остались в Киеве, который стоял на середине этого пути. Княжить в Киеве для них означало владеть всей транзитной торговлей на пути из Варяг в Греки. Новгород быстро почувствовал угрозу со стороны самозванных князей киевских. Для Рюрика они стали преступниками, которых следовало покарать. Но сил на дальний поход у старого князя уже не было. Шло время. У него родился сын Игорь. Сам же Рюрик тяжело болел и искал человека, кому бы смог доверить судьбу своего наследника. Новгородская земля была снова близка к смуте. В год 879 умер Рюрик, передав княжение Олегу, родичу своему, и отдав ему на руки сына Игоря. И пришел Олег к горам киевским, и послал к Аскольду и Диру, говоря им, что мы, купцы, идем в греки от Олега и княжича Игоря. Придите к нам, к родичам своим. Когда же Аскольд и Дир пришли, сказал Олег: не князья вы и не княжеского рода, но я княжеского рода, и показал Игоря. А это сын Рюрика. И убили Аскольда и Дира. Убийцей первых христианских правителей будущей Руси был человек, возможно, самый загадочный во всей русской истории. Фигуру человека, стоящего у истоков древнерусской государственности, можно было бы назвать темной.
Но в историю он войдет под другим именем. Ясновидящий, прорицающий будущее. Говоря одним словом, вещий. Олег был не князем, но воеводой. Умирая, Рюрик именно ему оставил своего малолетнего сына Игоря и власть в новгородской земле, пока Игорь не войдет в совершенные лета. За несколько лет Олег железной рукой навел порядок в новгородских землях. И вскоре в Новгороде ему стало тесно. Собрав огромное войско, он пошел на кораблях по речному пути из Варяг в Греки. В крупных городах, племенных центрах Кривичей и северян, он останавливался и предлагал князю и старейшинам идти под свою власть. Отказаться не посмел никто. Молодое государство расширялось с той же скоростью, с какой по Днепру шел флот Олега. Дойдя до Киева и избавившись от Аскольда и Дира, Олег остановился. И сел Олег, княже, в Киеве, и сказал Олег: «Да будет это мать городам русским!» И были у него варяги и славяне, и прочие, прозвавшиеся Русью. Поход Олега объединил два центра – Северный Новгород и Южный Киев. Так начался отсчет государства, которое назовут русским. Слово «Русь» к тому времени уже означало не гребцов, а дружинников-витязей, окружавших князя, лучших из лучших, войти в число которых считал за честь любой воин. Не пройдет и 100 лет, как русское государство станет самым большим в Европе. Но пока западноевропейские страны не знали о силах, зреющих в далеких лесах. Зато забеспокоились ближайшие соседи – хазары. Хазарский каганат – одно из самых крупных и могущественных государств Евразии того времени. Верховный правитель назывался Каганом, но власть его была номинальной, а реальная принадлежала Беку, царю, из рода Буланидов. Двойное правление установилось, когда власть в стране захватил военачальник Булан. В середине VIII века он принял иудаизм, который стал религией правящей верхушки каганата. К IX веку хазарский каганат контролировал огромную территорию от Поднепровья до Аральского моря и от Муромских лесов до Закавказья. Ядро каганата находилось в Поволжье, а на остальных землях хазары ограничивались сбором дани с местных племен и карательными походами в случае крайней необходимости. Дань хазарам платили почти все поднепровские славяне, кроме древлян. Это племя было самым воинственным. Древляне могли дать отпор любому и сами не пренебрегали разбоем. Особенно страдали от их регулярных набегов соседние поляне. До тех пор, пока в Киеве не появился Олег. Начал Олег воевать против древлян и покорил их. В год 884 пошел на северян и победил северян. И не велел им платить дань хазарам, сказав: «Я враг их, и вам им платить незачем». Постепенно все Поднепровье было выведено из сферы влияния хазарского каганата и вошло в состав молодого русского государства. На новых землях киевский князь ставил новые крепости, в которых размещал варяжские гарнизоны небольшой численности, зато высокой боеспособности, для защиты от возможных хазарских набегов. Олег стал собирать войско из всех подвластных ему племен. Он готовился к походу на заветный Царьград. Целью его был не грабеж и не богатые отступные. Разбойные времена Аскольда и Дира остались в прошлом. Олег намеревался добиться от греков признания русского государства и надежного обеспечения международной торговли. Об этом походе до времени знал только он сам и его подросший воспитанник, князь Игорь Рюрикович. В год 907 пошел Олег на греков, оставив Игоря в Киеве. Взял же с собою множество
варягов и славян, и чуди, и кривичей, и мерю, и древлян, и родимичей, и полян, и северян, и вятичей. И с этими всеми пошел Олег на конях и в кораблях. Флоту Олега предстояло пройти по Днепру 950 километров до впадения реки в Черное море. Самым опасным участком были пороги. Часть русла длиной 65 километров, шириной до 960 метров, где 9 значительных выходов гранитных пород делали судоходство невозможным. Высота падения воды с некоторых скальных уступов достигала 5 метров, а скорость течения – 4 метра в секунду. В 8 раз больше, чем на других участках реки. Чтобы преодолеть пороги, приходилось тащить корабли вдоль берега по воде или по берегу волоком, подкладывая смазанные салом доски и бревна. Порог столь же узок, поэтому набегающая и приливающая к ним вода, низвергаясь оттуда вниз, издает громкий страшный гул. Ввиду этого росы не осмеливаются проходить между скалами, но причалив поблизости и высадив людей на сушу, а прочие вещи оставив в челнах, затем нагие, ощупывая своими ногами дно, волокут их, чтобы не натолкнуться на какой-нибудь камень. Так они делают. Одни у носа, другие посередине, а третьи у кормы. И с крайней осторожностью они минуют этот первый порог по изгибу у берега реки. Преодолев пороги, мимо островов Хортица и Березань, флот выходил в Черное море и шел каботажным способом, то есть вдоль берегов до пролива Босфор. Затем нужно было попасть в узкий изогнутый залив Золотой Рог, на берегу которого стоял Константинополь, Царьград, но это оказалось невозможным. Греки знали о том, что на них идет огромный флот русов. И очень хорошо помнили, как 40 лет назад северные разбойники едва не взяли великий город. На этот раз Константинополь подготовился. Золотой Рог со стороны Босфора был перегорожен гигантской цепью, которую ни один корабль преодолеть не мог. А выходящие на Босфор стены были абсолютно неприступными. Горожане спокойно наблюдали, как флот северных варваров остановился у входа в залив, и корабли, казавшиеся с высоты стен жалкими суденышками, стали приставать к берегу. Варвары бестолково суетились, почему-то разгружали свои корабли и зачем-то выволакивали их на сушу. Такого греки еще не видели. Сотни кораблей, развернув паруса, шли по суху, как по воде. И повелел Олег своим воинам сделать колеса и поставить на колеса корабли. И когда подул попутный ветер, подняли они в поле паруса и пошли к городу. Никто не успел опомниться, как под невысокими стенами со стороны Золотого Рога оказалось огромное войско, готовое идти на штурм. Солнце, отражаясь в броне, слепило глаза. Ряды воинов казались бесконечными. Олег медлил. Он давал грекам время осознать ужас своего положения. Солнце жгло, доспехи накалялись. Наконец открылись ворота, и из города вышли послы предлагать отступные. Но Олег пришел сюда не за подарками и не за добычей, какой бы большой она ни была. И вынесли ему пищу и вино. Но не принял он вина, так как было оно отравлено. И испугались греки, и стали просить мира, чтобы не воевал греческой земли. Олег согласился заключить с Византийской империей мирный договор с обязательством уплачивать русам ежегодную дань. Но главным условием поставил неслыханные торговые льготы и права для прибывающих в Константинополь русских купцов. За всю свою историю империя еще никому, а тем более варварам, не предоставляла таких преимуществ, как право беспошлинной торговли в Константинополе.
Олег добился всего, чего хотел. И перед тем, как увести свое войско от стен великого города, не удержался от эффектного жеста. Велел прибить над городскими воротами свой боевой щит, и Олеговы воины преисполнились гордостью за своего князя. Греки не были знакомы с варварскими обычаями, но этот знак они поняли. Щит на воротах означал, что Олег обещает этому городу, столице тысячелетней империи, свою защиту и покровительство. Через 5 лет Олег пришлет в Царьград свое посольство, подтвердить договор, как это положено у греков. С греческой стороны его подпишут императоры Лев и Александр, с русской стороны – дружинники Олега. Договор будет означать, что Византийская империя официально признает существование и законность русского государства в границах, установленных Олегом. Олег вернулся из похода на Царьград не просто победителем, живой легендой. Слава бежала далеко впереди его войска. Люди передавали друг другу удивительные, невероятные известия, которые сразу обрастали сказочными подробностями. О щите на вратах Царьграда, о волшебных кораблях на колесах, о вероломных греках, которые хотели опоить князя отравленным вином, а он разгадал их козни. И не имело никакого значения, было ли на самом деле отравлено то вино, и почему Олег счел нужным отказаться от церемониального подношения. Отныне и навсегда он стал называться Вещим. Слово «вещий», восходящее еще к прославянскому языку, означает «мудрый, ясновидящий, владеющий тайным знанием». Славяне называли вещунами прорицателей. В скандинавской традиции ведун, вельф, был посредником между мирами и мог видеть все грядущие события, кроме собственной смерти. Спрашивал он волхвов и кудесников, от чего я умру. И сказал ему один кудесник: от коня твоего любимого. Запали слова эти в душу Олегу, и сказал он: никогда не сяду на него и не увижу его больше. А когда вернулся в Киев, призвал он конюха и спросил: где конь мой? Умер, ответил тот. Олег же приехал на то место, где лежали его голые кости и череп голый, слез с коня, посмеялся и сказал: от этого ли черепа смерть мне принять? И наступил он ногою на череп, и выползла из черепа змея, и ужалила его в ногу. И оттого умер. Человек, вошедший в историю как вещий Олег, когда-то пришел из-за моря в чужую страну в поисках серебра и славы. И серебро, и славу он добыл в избытке. И не только себе, но и той земле, которая отныне стала его родиной. И вот когда умер этот муж, то сказали его женам, кто умрет вместе с ним. И сказала одна из них: я. Девушка поставила обе свои ноги на руки мужей и поднялась над этой обвязкой и говорила: вот я вижу моего господина, так ведите же к нему. И они прошли с ней в направлении к кораблю. Потом 6 мужей совокупились с девушкой и говорили ей: скажи своему господину, право же, я сделала это из любви к тебе. Мужи начали ударять по щитам, чтобы не был слышен ее крик. Потом положили ее на бок рядом с ее господином. И пришла старуха, которую называют ангел смерти. И наложила старуха ей вокруг шеи веревку и дала ее 2, чтобы тянули. И старуха начала втыкать кинжал между ее ребрами и вынимать, пока она не умерла. Потом явился ближайший родственник мертвеца, взял факел и зажег. Он сказал: по любви Бога к нему он послал ветер, так что возьмет его в течение часа. И принялся огонь за корабль, и мужа, и девушку. Подул большой ужасающий ветер, и разгорелось неукротимое воспламенение. Вещий Олег – первый русский князь, в реальном существовании которого нет никаких сомнений.
Однако личных сведений о нем не осталось. Даже настоящее имя его неизвестно. Олег – это славянская форма скандинавского слова «хельги», что означает «священный», «любимец богов», но также «вещий». И смерть Олега – это тоже легенда. Курганы, называемые Олегова могила, есть и в Киеве, и в Ладоге. Другие же сказывают, что он ушел за море.